Здравствуйте! Сегодня покажу, как можно связать эффектный топ крючком по очень простой схеме. Топ вяжется в виде двух прямоугольников в центре полотна для переда и спинки узором из столбиков с накидом. Ширина прямоугольников может варьироваться, у меня это 20 сантиметров. Длина прямоугольников от низа топа до горловины. В каждую сторону от длинной стороны прямоугольников вяжется основное полотно до боковых швов на желаемую длину, при этом зафиксировав оба прямоугольника в верхней части для формирования зоны выреза горловины и плеча. После чего соединяем боковые швы, наш топ готов. На этот топ 44 размера у меня ушло 200 грамм пряжи составом 100% акрил, в 100 граммах 250 метров, вязала крючком 4 миллиметра. Начнем вязать этот топ с центрального узора, который очень простой. Раппорт этого узора составляет 4 петли по горизонтали и 1 ряд в высоту. Я набрала 8 раппортов, это 32 петли плюс 2 кромочные петли, 34 воздушные петли. И размер моего центрального узора составил 20 сантиметров. Провязав воздушную цепочку из 34 воздушных петель, провяжем 4 воздушные петли подъема, пропустим 5 последних воздушных петель и за заднюю стенку 6 воздушной петли провяжем столбик с накидом. Повернув воздушную цепочку, видим коротенькую петельку. Это задняя стенка воздушной петли, вяжем в нее. Провязав за заднюю стенку 6 воздушной петли от края столбик с накидом, провяжем в эту же петлю еще один столбик с накидом и в следующую воздушную петлю провяжем 2 столбика с накидом. Пропустим 2 воздушные петли и в 2 следующие воздушные петли за задние стенки провяжем по паре столбиков с накидом. И это есть весь наш раппорт, который продолжаем до конца этого ряда. Пропускаем 2 петли нижнего ряда и в 2 следующие петли провязываем по 2 столбика с накидом. Провязав всего 8 раппортов до конца ряда, провяжем кромочный столбик, пропустим 1 петлю нижнего ряда и провяжем кромочный столбик с накидом. Второй ряд провяжем 3 воздушные петли подъема, повернем полотно. Не учитывая кромочный столбик, пропустим 1 петлю нижнего ряда и в следующую петлю провяжем пару столбиков с накидом. И в следующую петлю нижнего ряда провяжем еще пару столбиков с накидом. И продолжаем по этой схеме до конца ряда аналогично нижнему ряду. Пропускаем 2 петли нижнего ряда и в 2 следующие петли провязываем по 2 столбика с накидом. И если смотреть в разрезе узора, то 4 столбика с накидом должны быть провязаны друг над другом по паре в центральных столбиках четверки нижнего ряда.
Провязав всего 8 раппортов до конца ряда, закончим этот ряд. Пропустим одну петлю нижнего ряда и провяжем кромочный столбик в третью воздушную петлю подъема нижнего ряда, зацепив крючком за 2 боковые стенки воздушной петли. Далее вяжем наш прямоугольник до необходимой длины от талии до выреза горловины, чередуя схему второго ряда. Примеряя в процессе вязания и после того, как устроить размер, то свяжем еще один абсолютно такой же прямоугольник. Я провязала таким образом всего 35 рядов, и размер моих прямоугольников составил 20 сантиметров шириной, 47 сантиметров в длину. Выполним обвязку прямоугольников по длинной стороне, для чего, начиная с нижнего края первого прямоугольника, зацепим рабочую нить в первую воздушную петлю подъема первого ряда, провяжем 3 воздушные петли и далее провяжем по 2 столбика с накидом в каждый кромочный столбик по длинной стороне прямоугольника с лицевой стороны полотна. Провязав столбики с накидом по всей длине прямоугольника, присоединим второй прямоугольник, провязав 2 воздушные петли, чтобы придать немного свободы вырезу горловины. Но можно и большее количество воздушных петель провязать, если вырез хочется больше. И с лицевой стороны второго прямоугольника продолжим вязать по 2 столбика с накидом в каждый кромочный столбик по длинной стороне. Закончим ряд, провязав последний столбик с накидом в первую воздушную петлю подъема первого ряда второго прямоугольника. Далее продолжим вязать полотно, чередуя ряды столбиков с накидом до необходимой ширины. Таким образом я провязала еще 8 рядов. Аналогично оформим противоположные стороны обоих прямоугольников, провязав всего 9 рядов столбиков с накидом до необходимой ширины полотна. Сформируем боковые швы, для чего сложим 2 полотна лицевыми сторонами внутрь и зацепим оба полотна крючком, провязав соединительный столбик. Провязала воздушную петлю подъема и, зацепив крючком за 2 верхние стенки 2 крайних петель с обеих сторон полотна, провязала соединительный столбик. И далее продолжила вязать таким образом соединительные столбики, соединяя таким образом 2 полотна до необходимой длины бокового шва с учетом комфортной проймы. После чего спрятала все торчащие нити. Наш топ готов. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось.